Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Не знаю, почему-то захотелось улыбнуться в начале этой серии. Наверное, это потому что хорошая погода, да, у нас прям солнышко светит, морозное утро. Если вдруг вы с плохим настроением по ту сторону экрана, это не проблема. Просто поменяйте все, улыбнитесь, скажите любимой жене хорошие слова или другу, или брату, и все наладится. Вам я желаю приятного просмотра. В этой серии мы начинаем заниматься автодомом. Когда мы закончим эту серию, я пока не знаю, но есть вдохновение, поэтому занимаемся автодомом. Вот, возможно, это уже будет глубокой весной, там, с зеленой травой, но не знаю, поэтому не будем загадывать. Меньше болтовни, начинаем. Сразу хочу поблагодарить всех за поддержку. Без вашей поддержки нам никуда. Отдельное спасибо каждому зрителю, который поддержал нас на Бусти. Ссылка в описании, если у вас есть желание, можете пройти и поддержать нас. Ну а я начинаю здесь уже мыслить, как нам сделать два крепления, оставшиеся нам для кунга. В начале вот нашего кунга я хочу сделать, чтобы у нас крепления были подпружиненные, с пружинами. Мало ли какие-то перекосы, чтобы не ломало кунг, а сжимались пружины. Это стандартная схема на всех грузовиках советских, работает, никаких проблем нету. И в том числе это работало на Урале. Печечка. На улице морозно. Вы же знаете, что мороз нам не помеха. Главное вовремя печечку затопить. Забегаю периодически в офис, погреюсь, а пока греюсь, можно и на дроме позависать. Тут все просто. Зашел в приложение, проверил варианты, на которые подписан. Мой, кстати, любимый раздел «Вездеходы». А если вы не определились с тачкой, то можно полистать бесконечные рекомендации, предложенные искусственным интеллектом на основании вашей истории поиска. Все легко и быстро. Немножко согрелись, думаю, сейчас нужно покрасить нам кронштейн, пока здесь тепло. Готовил первый кронштейн, покрасил его, ну крашу здесь внутри в офисе, снаружи здесь не красил, потом прокрасим. Ну сейчас пока он высыхает, просверлю отверстие под него. В таких условиях приходится нам делать покрасочные работы. Это такая покрасочная камера у нас. Кронштейн зажат. Болты, правда, 8,8, но будут держать. У них вариантов здесь нету. Собственно, как и у меня. На морозе краска ложится, прям огонь. Очень медленными темпами продвигаюсь, но изготовил вот таких 3 кронштейна. Вот они, красавцы. Полдня ушло на вымер, на подгон. Вот, это сделано для того, чтобы кронштейн держал не только вертикальную нагрузку, но и сдвижную нагрузку, чтобы наш кунг упирался вот в этот уголок и не сдвигался с рамы. Ну, такая специфика нашей установки кунга, потому что он чуть шире, чем сама рама. Вот, поэтому сейчас я это все, их туда закреплю, но покрашу перед этим. Как раз солнышко, оно высохнет, все будет нормально. Вот минимальное солнышко, и краска сразу высыхает. Запах весны, от него никак не уйдешь. Вот так будет выглядеть кронштейн. Как только я сюда приволоку сварку, приварю верхнее ухо, и тогда все будет у нас тут четко работать. Видите, он упирает и сюда кунг, чтобы он не сваливался. И то же самое будет с обратной стороны. Вот, ну и там тоже стремянкой будет держать. Болтики все обязательно смазываю смазкой. Это прям необходимое условие, потому что вдруг нужно будет что-то открутить, то потом уже это проблематично сделать, если не смазывать. Отлично. Все. Это нормально. Ну, по кронштейнам пока что все. Это все, что я успел сделать за сегодняшний день. Следующее, что мы будем делать, это снимать бак, удлинять кронштейны бака и расширять сам бак,
чтобы он был примерно до сюда, горловина, чтобы было сюда, и нам будет удобно так пользоваться нашим баком. Вот такой план. Здесь тоже нужно сделать брызговики, и брызговики сделать здесь. После этого будет понятно, какие здесь ящики делать, либо покупать, может быть, и какие ящики делать здесь. Занимаемся автодомом. Начал сливать солярку. Чопик уронил и облил всю Макиту. Фух, ну еще пока есть объем. Блин, короче, камеру не включал, но опять какие-то приключения с этим сливом. Попытался ключом, ни в какую, просто срываются грани. Я уже, думаю, куда? Взял Макиту, дринканул, он как дало. И, короче, залила Макиту, отнес в офис. Ну, сейчас сливаю соляру. Надеюсь, тут хотя бы хватит этого тазика нам. Я не думал, что здесь столько много солярки у него. Сейчас наша задача снять этот бак. Его в любом случае снимать нужно, чтобы переварить горловину. Но я еще подумал, что, наверное, я хочу его расширить. Увеличить его объем. Насколько это реально, пока я не знаю. Но надеюсь, должно бы получиться. Вот, сейчас открутим заборник наш. Указатель уровня топлива. Это все открутим и будем его снимать. Там на 19 заборник и 2 обратки. Почти все. И, кстати, ржавчины нету. Вот раньше шла с этого бака ржавчина, сейчас вроде нету. Это хороший знак. Часть солярки я уже перелил. Сейчас хочу перелить вторую половину. Заливаю ее в маза. Крана нашего, у него мало солярки. Все открутил. И теперь могу пробовать снимать. Опа. Есть. Думаю, почему у меня этот штуцер не откручивается? А он, оказывается, вон где открутился. Видите? Вот. Это плохо. Так, ну да ладно. Сейчас перенесем его в гараж и будем колдовать. Небольшой промежуточный этап. Наша площадка стоит. Видео с ней вы уже видели. Ну а эту серию я снимаю потихоньку. По выходным занимаюсь автодомом. Можно так сказать. Вырезал кусок металла, 2. И у соседей на листогибе согнул вот такой вот под 90 градусов короб. Его мы сюда приварим. Вот это мне участочек этот не нравится. Не знаю, что с ним делать. Но бак в целом немножко есть коцки. Но ничего страшного. Мы его уширим благодаря этому коробу. И думаю, будет вообще огонь. Получится ли заварить четенько все? Ну, буду стараться. И надеюсь, что заварю. Потому что это такая себе работенка. Очень ответственная. И к ней нужно подходить не спеша. Здесь сделаю 2 отверстия, 3 большим диаметром сверла. И у нас будет переливание топлива из этой части в эту. Ну, как бы вот так. Как-то так вот должно это примерно быть. А как это будет на самом деле, увидим чуть позже. Все, обратного пути нет. Как и вариантов вернуть обратно все это. Нужно теперь будет по-любому мне варить бак. Каково мое было удивление, когда я посветил в бак, то на стенках, на перегородках, усилителях был вот такой слой льда. Просто там на стенках был. Вот вы представляете, это, конечно, очень-очень меня удивило. Такой конденсат был у нас в баке. Так, ну пробуем примерять.
Огонь. Я думаю, вам видно, все выровнялось. 3 удара. Выглядит красиво. Я сейчас буду обваривать это все. Ну а потом будем еще нужно вставить нам в центре перемычку и зашить вот эти вот задние части. Это тоже будет такой маленький квестик. Потому что нужно подогнать их очень тщательно. Но мы справимся. Немного, видите, плоскость будет гулять у нас. Это мне не нравится. Но идеально согнуть это почти нереально. То есть это нужно условия заводские. Не знаю, затеял я что-то неладное. И еще одна проблемка. Этот бак прогорает, гадость. Он такой, видимо, уже слабенький. И особенно вот здесь очень много у меня было как бы прожогов. Вот. Ну а здесь вот этот кусок просто вытягивал, вытянул его тоже. Он ровный, все как надо. Ну сейчас пусть остывает. Я его хочу верхнюю часть эту зачистить, чтобы убедиться, что нету кратеров. И после этого можно уже ту сторону варить. Как раз оно подостынет немножко. Вот так. Работаем дальше. Вы не думайте, что я здесь варю бак и ничего не боюсь. Да, страшно, но вариантов нету, нужно делать. У меня с собой рядом ведро воды, там вот стоит огнетушитель, а не это донкрат. Но, тем не менее, нужно очень ответственно относиться к этому, поэтому аккуратненько, не спеша. И что хорошо, вот в Авроре, кстати, у нее есть посткислота. То есть ты перестал варить, а кислота продолжает идти еще 2 секунды, тем самым вот, не создавая огненное пламя. Но вот обычно бывает, если я остановил варить, оно пук и вспыхивает. Здесь такого нет. Вот это хороший наворот. Но низ я уже проварил, это верх. Сейчас его тоже пройдемся. И будет уже маленький результат. Варю бак, а мысли о том, что дороговато все-таки обходится нам строительство нашего автодома. Еще плюс купил этот ЗИЛ утопленник, который, кстати, надеюсь, уже вот-вот мы поедем забирать. Поэтому решил продать один из наших проектов. Объявление разместил на Дроме, конечно же, а какой и за сколько вы можете глянуть именно там. Заходите на Дром, ищите мое объявление по параметрам, которые видите на экране, и также инструкция будет в описании под видео. И будьте первыми, кто узнает о продаже одного из наших проектов. Но если вам нужно будет продать свой автомобиль, вы просто загрузите на Дром фото СТС, и Дром автоматически заполнит все характеристики вашего авто. Все предельно просто. Подогнал уже 2 стенки, одну перемычку туда, но, наверное, сейчас буду ее вынимать. Все-таки решил отверстие в ней сделать, чтобы быстрее топливо, если что, перебегало с одной части в другую, потому что все-таки при заправке это может быть проблемой. Вот, поэтому надо еще, конечно, надо было сделать и вверху отверстие. Здесь есть как бы перепускное отверстие для воздуха, но оно слишком малое. Ну, посмотрим. Это еще будем дальше делать. Может быть, даже возьму здесь болгаркой, выпилю вверху. Я изначально болгаркой не хотел пилить, потому что летят искры туда и пыль. Вот это, знаете, она не полезная. Вот. Ну ладно, ладно. Продолжим уже завтра. Сегодня еду домой. Заварил я этот бак. Уже даже начал зачищать. Вот такой новый кружок купил. Ну, ради, скажем так, пробы. Он керамический вроде как. Но что-то пока мне не супер нравится. Вот второй шов я зачищаю. Ну, поначалу он хорошо драл. А потом у него рабочая поверхность в основном вот этот краешек. И она уже подносилась. Ну, как-то такое спорное решение. Не знаю, он, возможно, для вот зачистки краски там будет получше. Ну, будем испытывать. Буду постепенно делиться своим мнением. Ну, пока что, как бы более-менее, ну, нету такого эффекта вау. Просверлил вот там дырку.
И сделал в боковых тоже стенках разрезы, чтобы выходил воздух. Ну, быстрее. Еще вопрос. Стоит ли грунтовать здесь внутри? Я что-то грунт принес. Ну, даже и не знаю, блин. Наверное, легеньким слоем просто пройдусь. Чуть-чуть этот металл припорошить, чтобы... Но, наверное, большим слоем нельзя, потому что он потом будет отходить и... топливо это все разъедаться. Не знаю даже, если честно. Грунтуют баки внутри вообще или нет? Наверное, все-таки нет. Может быть, легеньким пройдусь, хотя бы швы такие по минимуму. Да, обезжирю все, но прежде, конечно же, прихвачу вот эти вот стороны. Наш усилитель, он стоит почти по центру. Он будет держать наш бак, но тут у нас металл 2 миллиметра, он очень-очень крепкий. Гораздо крепче, чем вот это заводской. Это, наверное, может единичка какая-нибудь. Ну, потихоньку начинаю продвигаться. Вот эту сторону уже почти заварил. Остался вот этот страшный шов. Эти просто сварить. Два хороших металла. Шовчик получается отличный. Не зря я сварщиком оттарабанил на заводе 20 лет. Вот, так что бак будет красавец. Однозначно, нравится мне. Вот, но насколько он будет не дырявый, вопрос пока что открытый. Ну вот так получается подгонять, а потом все это аккуратно обвариваю. По-моему, отлично. Теперь я и по бакам буду специалист. А еще получилась так идеально форма, знаете, когда бак имеет такую выпуклость, то есть, ну, прям как завод. Прям как завод. Вот здесь пришлось подолбать немножко, потому что вот эта плоскость не совсем идеальная. Но как согнули. Дело в том, что одна ошибка при сгибе, она уже создает вот эти проблемы. Ну вот, готова и вторая сторона. Все четенько, шов без проблем. Еще две задачи, которые нам нужно сделать, это заварить старую горловину и где-то здесь варить новую горловину. Вот такая у нас задача. Но прежде чем ее реализовывать, нужно, конечно же, примерить бак. Без примерки горловину, к сожалению, здесь никак не вставить. Я уже перебазировался на улицу. Ну, сюда немножко примеряю бак наш. Сейчас вот горловину буду приваривать. Решил ее немножко втопить глубже, чтобы сюда не затекала вода. Но будет удобно заправлять, вопросов нету. Можно было сделать ее, конечно, чуть-чуть сюда. Вот так вот. Ну, как бы уже поздно. Отпилил, а потом посмотрел, что можно было чуть выше. Но неважно, будет и так нормально. Все будет красиво. Бак наш встал. Вот эти шинки я удлинил сюда. Они там заканчивались раньше. Ну и сейчас вот все примерю, подгоню. Удлинил вот эти шиночки тоже тоненькие. И по сути можно этот бак уже снимать. Хочу его низ проклеить, потому что мало ли где-то я там накосячил со сварным швом. И пройдусь клеем, обязательно промажу. Хотя бы с большего. Я думаю, должно быть все нормально, а потом можно будет покрасить его. Вот, бак вышел прям такой вот формы. Ну, прям вообще мне нравится, как получилось. Я даже такого не ожидал. Вот, так что сейчас прихватываю горловину, снимаю бак и обвариваю, все усиливаю. Осталось только заварить вот эту вот нам горловину. Сейчас чуть-чуть ее подправим. Как раз это отверстие, которое было здесь, мы его сюда приварим. Бак занес я вовнутрь в гараж, потому что что-то дождик какой-то. Вроде синоптики обещают весну, но, видимо, опять они ошиблись. Как всегда. Вот, кронштейны там приварил. Здесь тоже кронштейн сделал. Стремянка на пружинах. Вот эти два кронштейна на пружинах. Обварил эти тоже удлинители, чтобы уже было все надежно. И с этой стороны тоже обварил наши кронштейны. Сейчас вам тоже покажу. Вот. Здесь один и здесь один. Вот, все обпек изнутри тоже надежно. Единственное, ничего не зажимал еще пока. Нет уже времени. И сейчас все убираю, потому что дождь даже. Кислоты уже осталось совсем чуть-чуть. Скоро закончится.
Так, ну что ж, складываемся потихоньку. Юра тут тоже занимается Вольвой. Вот зашипел очередной, перепускной клапан защитный. И опять мы вот его сняли. Это оригинал, вольвовский, 98-го года. Вот, у нас машина 99-го. И вот пока что ни одной китайской детали мы не сняли. Ни одной. Только все оригинальное. Что все ставим. Да. И Юра говорит, что потихоньку Volvo наша превращается в Ситрак. Да. И, кстати, хотел поблагодарить нашего зрителя Михаила, который из Питера, по-моему, который нам прислал книгу по Volvo. Вот он еще там нам прислал другой литературе по КамАЗу. Да, Юра периодически к ней обращается. Так что огромное спасибо, друзья, всем, кто остается не безразличен. А Михаилу отдельное спасибо. Бак я загрунтовал, и пока сохнет грунт, я решил установить крылья на наш фургон. Вот такие крылья, 2 отверстия просверлил. Сюда вварил из профиля вот такие кронштейны. Они еще не просто прихвачены, я их обварю, они станут жестче. Вот сейчас займусь их обваркой. Очень сильный ветер у нас, даже вот настолько сильный, да. И сюда хочу варить бак для серой воды. Вот здесь в этой части будет, поэтому мне нужно понимать, как что здесь правильно скомпоновать. Так, прихватил я на 4 болтика, но какая-то туфта получается, парни. Чуть-чуть я его смогу вот так отвести, да. Прям чуть-чуть, но есть один большой нюанс, ну, который изначально был, но я до последнего не сдавался. Эти крылья, они меньше, чем диаметр колеса. И, соответственно, смотрится это все не очень красиво. Походу придется все-таки снимать эти крылья. Мне не нравится. К сожалению, вот такие вот не очень приятные новости. Промучился, блин, столько варить это все. И в итоге не то, что хотелось бы. Не мог я уснуть вчера всю ночь. И решил переделывать крылья все-таки на вот такие советские. Поскольку этот пластик меня вообще не устроил. Полный хлам. Вот, заднее крыло я уже закинул. Ну, смотрите сразу, как преображается весь вид. Вот сразу становится аккуратно все. Сюда, бляха, разбился, чуть не убился. Сюда вот так вот я сделаю шинку. Такую будет аккуратно. И герметиком пройдемся, будет красота. Вот, ну а здесь брызговички будут оба вот такого плана. Ну, по-моему, вообще классно смотрится. Совсем другое дело, и для этого кунга прям оптимально подходит. И ничего лучше и не требуется. Поставим бак, брызговички, пару ящиков, и будет просто вид обалденнейший. Еще нам предстоит повоевать вот здесь с этой конструкцией, потому что здесь кабина будет подниматься. Вот, и как здесь что сделать, я пока что не знаю. Ну, что-то придумаю. Юра отправляется в рейс, там уже подготовил машину, опять поедет работать. Вот, обварил все тщательно. Там снимем щитки, загрунтуем все эти наши планки, и все будет четко. Там тоже обварился. Все, в общем, хорошо. Будет держаться. Вот это вообще жестко уже прикручен, потому что сразу на 4. Ну и внешний вид. Согласитесь, не знаю, как вам, но мне это совсем другая машина. Вот это то, что надо. Когда мы поставим бак, сюда ящик, будет вообще бомбически все выглядеть. Ну а здесь по ящикам, может быть, тоже просто куплю покупные ящики, чтобы не мучиться, не варить здесь. Вот эти ящики сейчас есть, такие красивые ящики для фур. И они очень хорошо смотрятся. Вот, ну посмотрим. 2 часа работы, у нас 2 брызговика. Сейчас я их откручу и приварил сюда тоже арочку. Очень надежно все. Изнутри она тоже приварена, здесь приварена. А эта часть пройдем герметиком. После того, как сейчас возьму грунт и загрунтую всю вот эту вот металлическую часть, чтобы туда попал грунт и тоже залил там все. Вот, так что такая вот арка вышла. Вот, красота. Пройдем герметом отсюда и оттуда тоже пройдем. И будет вообще четенько.
мне нравится, честно. Совсем другие ощущения. И я рад, что я не зря потратил это время. Еще немаловажный этап — это загрунтовать кронштейны наши, которые крепят брызговики. Потому что в советском металле я не сомневаюсь, а вот этот современный металл, он прям такое себе. К сожалению, друзья, на улице пошел дождь. Я там спрятал сварку, дрель, болгарку, все это спрятал. И сейчас в гараже займемся нашим баком. Бак требует зачистки и покраски. Именно этим и займемся. Сейчас возьму наждачечку 320-ю. Пройду, я здесь уже попробовал, на сухую все пройду. Протру обезжиривателем и покрасим. Я думаю, все будет четко. Все, бак покрашен. Красавец. Вот эта лицевая сторона вообще. В мороз краска ложится хорошо, в холодную погоду, но может поплыть. Вот, поэтому тут как повезет. Ну, вроде пока что красиво, все выглядит четко. Как раз уже перестал идти дождь, и мы можем смело идти, продолжать делать наши крылья. Ну как, друзья, оцените. Мне прям нравится. Вообще огонь. Огонь. Все, когда покрасится черным, также, когда приварю сюда вот эту вот перемычечку, здесь все совсем заиграет другими красками. Такая вот у нас работа. В грязи я еще не варил ни разу. Но не важно. Это путь к мечте, не забываем. Запах весны просто ошеломляющий. Признаюсь вам честно, вы через экран наверняка его не чувствуете, но я его чувствую. Еще вчера был дождь, слякоть. Блин, ветрено, правда, сегодня. Ну, слякоть осталась. Но зато уже на улице весна. Сейчас устанавливаю брызговики. С той стороны я уже установил. Выглядит бомбически. Мне очень нравится и полностью меня устраивает. Это самое главное. Вот так они выглядят. Ну, посмотрите, красота какая. Завершенный вид. Сегодня, возможно, еще пройду герметиком, посмотрю. Ну, совсем другая машина, сразу же. Сейчас еще закинем бак, и это тоже будет большой шаг во внешнем виде нашего Магируса автодома. Все болтики обязательно смазываю и устанавливаю крылья на наш автомобиль. Грунтом все прошел, загрунтовал. Потом мы будем все красить, естественно. Но сейчас, чтобы это не покрывалось ржавчиной, я покрасил грунтом хотя бы с большего. Вот, большая работа нам предстоит. Изготовить здесь бак для серой воды. Но когда за нее возьмусь, пока не знаю. Эта сторона тоже готова. Ну, прям вообще сразу вид у машины совсем-совсем другой. Нравится. Ответственнейший момент. Герметизация. В общем, если вам где-то нужно что-то герметизировать, покупайте вот такой пистолет. Мой вам совет. Прям приказ, как я уже когда-то говорил. Вроде нормуль. Вот здесь немножко накосячил в начале, но здесь было и отверстие большое. А так вообще бомба. Сейчас сделаем ту сторону. Ну а с этой стороны вот такой получился шовчик. Ну, тоже есть косяки, но я говорю, что здесь и дырка большая, поэтому приходилось как бы больше накладывать. Но это прям вообще огонь. Остатками тоже подзамазал здесь отверстие, которое у нас есть. Вот, ну теперь
выглядит более завершенно и прям вообще нравится. Очень нравится. Следующее, что нам нужно установить, это бак. Заборник я установил, потому что оттуда его уже не установишь. Подготовил резинки, туда подложил. Под наши шинки тоже подготовил резинки. И хотел показать вам, какой красивый получился бак. Цвет черный мат. Он такой вот, он вообще классно так вышел. Главное, чтобы он не поплыл. Потому что это будет фиаско. Но выглядит прям вообще как завод. Вообще обалденно. Старый бак даже такой не очень красивый. Ну, сегодня моя задача хотя бы его закинуть. Но топливо зальем чуть попозже. Нужно будет съездить на заправку. Это тоже такая процедура, блин. Вот, литров 100 нужно купить как минимум. Поэтому это накладно. Все, что мне осталось, это сейчас его туда закинуть и прикрутить, наживить вот эти штуцера, подсоединить датчик. Что еще я... вот, блин, забыл зажать эту трубку, но я думаю, здесь у нас тоже будет возможность ее зажать. Хотя, наверное, сделаю это прямо сейчас лучше, да. Ну, вроде как-никак. Запихнул его. Сейчас нужно только определиться, насколько его сдвигать туда-сюда. Грунт наш немножко стал вот таким некрасивым. Но это не важно, потом кисточкой подправим, если что. Но бак вообще выглядит бомбически. Ну что, ребятки, блин, закрутил, но, как выяснилось, это было одно из сложнейших заданий. Ошибка была, что нужно было сначала наживить эти штуцера, а потом закручивать бак. Но я не сдавался до последнего. Вот, но все сделал. Вот там, наверное, видно вам. Закрутил, прикрутил, все четко собрал. Пришлось помучиться, там вот залазил туда, но все получилось, и это самое главное. Еще нам подписчики задонатят ящик вот сюда. Вроде бы он должен подойти как раз 80 сантиметров. Сейчас жду звонка и полечу забирать ящик. Ну а вы, друзья, не забывайте, что специально для вас я оставил объявление о продаже одного из наших проектов на Дроме. За авто иди на Дром, а за Дромом по моей ссылке в описании. Так, забрал я ящик у Игоря. Вот такой красавец, огромное ему спасибо. Сейчас мы его отмоем, восстановим. Здесь вот делали вырезы, я так понимаю, для рамы. Ну, скорее всего. И будет красивый вообще. Покрасим его. Он нам чем хорош, что он вот 80, и он идеально подходит для Магируса. Это будет технический ящик. Где-то для дров, для ключей, для донкратов. Я так вижу. Потом посмотрим. Сейчас наш ящик отмоем, и он будет обалденный. Восстановим, покрасим. Будет пушка. Все, моем. Так, решил, пока сохнет бак, залить 20-ку топлива, первую 20-ку. И она сразу сольется к нам в тазик, чтобы промыть бак. Вот с такой целью. Потому что там наверняка стружка, еще что-то. А так оно промоется все. Ну, хотя бы частично. Топливо идет идеально чистое. Не факт, что есть смысл в этой процедуре. Да. Просто нужно нам будет почистить отстойник тщательно и заменить фильтра основные. Я думаю, все будет нормально. Не ездить долго на них. Все будет хорошо. Четвертую 20-ку заливаю, то есть это 80 литров. И вы знаете, пока что ничего не потекло. Все четко. Это супер. Усилил заднюю часть нашего ящика. Также зашил вот это отверстие, которое под раму было выпилено.
Здесь в этой части отреставрировал тросики и установил дополнительное вот такое крепление. Ну, это работает не всегда корректно, вот поэтому, в общем, ящичек подвосстановил. Сейчас хочу его покрасить. Замешал черной бамперной краски, покрашу внутри, снаружи, и будет красивенький, аккуратненький стоять. Там крепление я тоже подготовил на самом Магирусе, тоже варил планку, просверлил отверстия, болтики, все готово для установки. Осталось покрасить и после обеда установить, когда высохнет. Ну, на улице погода солнышко, поэтому, думаю, проблем не возникнет. Срочно выскочил из гаража, тут нужно съездить по делам. Установил я ящик, ящик стал очень гармонично, он очень подошел Магирусу, прям по размеру, ну, идеально. Вот, также изготовил вчера я еще бак для сточных вод, порядка 200 литров из двойки. Ну, 2 дня я его варил, но все стало, ну, там ничего интересного, я думаю, вам уже сварка надоела, как и мне, поэтому я даже уже ничего не снимал, просто сделал его, установил, и в принципе у нас бак готов. Как раз он будет стоять под местом, где баня наша и кухня, соответственно, будет очень-очень удобно. Ну и на этом все, друзья, пока что все. Продолжим уже в следующих сериях. Подустал я, если честно, хочется уже, ну, чего-то поинтереснее. Возможно, там займемся зелотахом, может быть, ну, что-нибудь придумаем. Либо продолжим эвакуатор Volvo. Нам нужен эвакуатор сейчас, но пока что, я не знаю, объем тоже по нему очень большой работ, но будем потихоньку подтягиваться. Так что огромное вам спасибо, что были с нами. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всего самого-самого наилучшего, друзья. Ну и, конечно же, всем пока и хорошего настроения.